Вы, наверное, слышали официальную историю про то, что ранее на месте Исаакиевского собора было построено 3 собора. Скорее всего, история такая. Была построена деревянная церковь, потом построили каменную церковь. Она обветшала, потом еще одну каменную. Она тоже обветшала, и в XIX веке под руководством архитектора фирмы, не нужно зачеркнуть, с названием Монтферронт был построен тот самый Исаакиевский собор, который мы можем видеть по сей день. Монтферронт переводится как «монтировать железный круглый». Давайте попробуем во всем этом разобраться, используя официальные даты и хронологию. Официальное строительство Исаакиевского собора заняло 40 лет, с 1818 по 1858 годы. Самые внимательные заметили, что эти даты синхронизированы с 2 важнейшими событиями XIX века. Начало строительства. Прошло 6 лет после начала войны 1812 года. Дата окончания строительства. Прошло 5 лет после начала Крымской войны. То есть до 1818 года мы должны видеть на данном месте Третий Исаакиевский собор, пустырь или переделываемый Третий Исаакиевский собор. А вот литография изначального проекта. Собор был спроектирован архитектором Ринальди с 5 изящными, сложными по рисунку куполами и высокой 3-ярусной колокольней. Мраморная облицовка должна была придать изысканность цветовому решению фасадов. Торжественная закладка здания состоялась 8 августа 1768 года, и в память об этом событии была выбита медаль, на которой запечатлен предполагаемый вид собора с северной стороны. Но возведение храма затянулось почти на 30 лет. Не завершив начатого, Ринальди после смерти Екатерины II покинул Петербург. Вступивший на престол Павел I поручил архитектору Брена срочно завершить работу. Выполняя желание императора, Брена исказил и упростил замысел Ринальди. Вместо 5 изящных легких куполов возвели 1 массивный. Мрамор для облицовки верхней части собора был передан на строительство резиденции Павла I, Михайловского замка, поэтому облицовка мрамором доходила только до карниза, а выше стены собора остались кирпичными. 30 мая 1802 года Третий Исаакиевский собор был освящен. Только что мы узнали официальную информацию о предшественнике современного Исаакиевского собора, Третьем Исаакиевском соборе. А что же картины и литографии тех лет? Что на них изображено? Вот литография «Старый Петербург», Исаакиевский собор до 1817 года. Брюлов. По проекту Ринальди, окончен в 1802 году в Бренке. Архитектор тот же самый, что и проектировал официальный Третий Исаакиевский собор. Выглядит он практически так же, только достраивал его официально Брена, а на литографии написано «Бренке». Рассмотрим изображение более детально. Мы видим, что с торцов собора нет колонн. 4 маленьких купола представляют собой ротонды с колоннами. 4 купола ротонды внешне выглядят больше и находятся по углам собора, непосредственно над арочными окнами. Рассмотрим еще 2 литографии. Вид на Исаакиевский мост и Новый собор. Литография по рисунку Треттера, 1820-е годы. Вид Исаакиевской площади от Сената. Неизвестный автор. Раскрашенная литография, 1820-е годы. До 20-х годов собор выглядит несколько иначе, чем современный. Отличия смотрите на экране. Также обратите внимание на эти скульптурные композиции, на которых изображен человек и конь. В Европе установлены подобные и подписаны подобающим образом. Александр и Буцефал. Да, это скульптуры Александру Македонскому, но что они делают в северной столице? Какое отношение Александр Македонский имеет к Петербургу? Когда жил Македонский, Петербурга же еще даже официально не существовало. От нас явно скрыли какой-то огромный кусок истории. Далее, ближе к 40-м годам XIX века, собор претерпевает следующие изменения. С торцов появляются портики с колоннадой. Ротонды, которые были по углам, разбираются и переносятся ближе к центральному куполу, для чего практически вплотную к левым и правым колоннам центрального входа строят прямоугольные пристройки.
выполняющие роль фундамента для ротонд. Попробовал изобразить изменения на плане. Сами ротонды пока еще имеют сплошной ряд колонн. Давайте узнаем, что такое ротонда. Ротонда – это архитектурная постройка, которая выглядит как круглое здание, часто украшенное колоннами и завершающееся куполом. Может быть как самостоятельным зданием, так и частью более крупного архитектурного комплекса. На следующих изображениях ротонды уже визуально меньше. У каждой ротонды недостает по 2 колонны на каждую сторону. Итого 8 колонн. Я предположу, что колонны извлекли из-за того, что они мешали проносу и монтажу колокола. То есть из ротонд делают звонницы. Чтобы повесить колокола внутри куполов ротонд, были установлены металлоконструкции, соединенные заклепками. В общем, чтобы втиснуть туда колокола, проектировщикам и монтажникам пришлось немало потрудиться. В итоге на стальной балке закреплен хомут из полосы металла. Колокол удерживается длинным болтом, соединяющим оба конца хомута. Крепление колокола осуществляется за 2 проушины. Изначальное, или, можно сказать, оригинальное соединение колокола с балкой должно быть таким. Колокол жестко присоединяется к деревянной балке 2 или несколькими скобками. Такие колокола сохранились в США и Европе. Для того, чтобы колокол звонил, вращают всю балку, которая проворачивается на шарнирах. То есть изначально колокола не висели свободно. Делал видео на эту тему, можете ознакомиться, кому интересно. Судя по литографиям и фотографиям, в 50-х годах XIX века собор уже выглядит так же, как и современный. То есть где-то на рубеже 40-х-50-х годов с торцов собора были добавлены портики, колонны, а также полностью перестроены 4 малых купола ротонды на крыше. Тут, кстати, можно перепроверить все эти картинки, которые я показывал. Согласно им, колонны, которые с торцов должны быть более новые или сделаны немного по-другому. То есть для Исаакия большие колонны делали в 2 этапа. К 1802 году были установлены колонны на центральных входах, а в 40-е и 50-е годы были установлены колонны с торцов. Насколько я помню, свободный доступ для туристов открыт колоннам центрального входа, а с торцов к колоннам свободного доступа нет. Что касается 4 малых куполов. Согласно ранним изображениям, изначально звонниц на Исаакии не было, а были закрытые колоннами большие ротонды. Интересно, малые колонны для звонниц делали новые или укоротили старые? Также выходит, что с изначального собора сняли 32 малых колонны, и по идее они должны быть где-то установлены, не выбросили же их. Кто из Питера, может быть, вы видели где-то похожие малые колонны в других зданиях? Вот, кстати, гравюра. Может быть, на ней изображен процесс снятия лишних колонн с крыши? Что касается иконостаса, внешне он сделан красиво. Однако, если присмотреться, то видно, что он также был пристроен позже. Узоры и орнаменты стены собора и иконостаса не совпадают. Смотрите видео на эту тему по ссылке в описании. Зачем вообще понадобилась вся эта история с 4 версиями Исаакиевского собора? Я думаю, эта история нужна была, чтобы подключить нас к церковному эгрегору, чтобы мы смотрели на историю России через историю церкви и думали о церкви исключительно в положительном ключе. Также писарям истории нельзя было допустить и мысли о том, что этот старинный ведический храм, построенный в старинном городе Венета, и изначально это был храм Солнца, символика которого изображена на полу по соседству с схематичным изображением созвездия Свати, древним символом, который изображен на всех старинных постройках Евразии. Вот, кстати, интересная фотография интерьера величественного здания с высокими потолками и колоннами. Это вокзальный ресторан в Донецке. Вот это поворот, не правда ли? Есть над чем задуматься. А на этом все. Пишите, что думаете об этом, делитесь видео с друзьями. До новых встреч. Пока.